Кирпич. Привет. Ситуация такая. У соседа есть груша. Вот спрашивает, что с ней делать. Оно не плодоносит уже давно, в общем. Думаю, обрезать его нет смысла. Лучше будет ее отпилить вот так и посадить туда новые прививки. Так как дерево наклонено сюда, еще и туда. А нам его надо уложить вот от кулечка вот сюда. Вот там у них посажено что-то. Вот макушка дерева, а вот кулечек. Не переключайтесь. Итак, собираем веточки для соседней груши. Вот эта почка меня интересует. Это уже старая веточка. Дальше еще попробуем вот эту взять. И вон еще. Еще сейчас попробую яблоню срезать. Вот яблоню. Вот эта веточка меня интересует. Итак, мы на месте. Это я такой штатив подготовил. Сейчас мы чуть позже вот так уже чистовой рез делаем. Так, это веточки, которые только что срезал. Сейчас удалю с них листья. Это вчера подготовил. Вот так, листья. Надо бывает в первую очередь удалить листья. Иначе они очень быстро иссушают наш материал. Это этого года веточка. Это яблоня. Вот прошлого года груша. Вот это этого года. Ну, видно по цвету. Вот так, ничего сложного, удаляем листики. Ее тоже в воду бухнем. Подписчик всегда прав, да? Первое дело, начинаем подготавливать черенки. Здесь нам надо штук, не знаю, пусть 10 будет. Это яблоня. Вот за ночь, что она простояла в воде, видите, как почка проснулась. Ну, яблони нам достаточно. Так, будем готовить их по этапам, скажем, вот подготовим 3-4, их посадим. Потом дальше. А то пока мы их будем затачивать, они будут окисляться, это не надо. Так, вот здесь будем сажать грушу, вот здесь яблоню, чтобы они были как-то с одной стороны. Так, вот у нас есть первые 4 черенка. Примерно вот так я их заточил. О, на солнышке. Это. Можно их убирать в воду сразу, лишь бы они не оставались на воздухе и не окислялись. Вот в банку с водой. Берем большой кинжал. Делаем его вот как бы на выступах. И вот это, думаю, даже слишком близко. Какой любопытный, а?
Так дальше. Эти веточки вот прошлогодние. Ну, вы их тоже запомните. А то я еще запутаюсь. Все, что есть щели, куда может попасть воздух, это все замазываю пластилином. Ну вот это замажем сейчас. Вот замазано. А вот здесь смажу садовым варом. И вообще, по-хорошему, надо было вот эту кору, верхнюю часть ее, пробку, ее счистить надо было. В общем, вот эти этого года, вот эти двухлетние груша, вот это яблоня. И сюда еще, может, вот такие же навтыкаю. Вы это, не уходите никуда. Решил еще вот эти места тоже, вот где кора соприкасается с деревом, а то сюда будет попадать влага или, не знаю, вот, расслаиваться будет. И решил эти места тоже вот проклеить, пролепить пластилином. Здесь я их намазал, пролепил до того места, где я ножом делал надрез. Ну, вроде закончил. Вот так это выглядит сейчас. Пластилин. Он есть разных цветов. А это промажу садовым варом. А потом его будут закрашивать краской. Эти, конечно, не все нужны, но которые приживутся. Ну, штуки 4 можно оставить будет потом. Да, еще хотел сказать вот на за эти штучки. В идеале они отвалятся сами. Ну, где-то начиная от 4 дней, 10 дней даже могут держаться. Ну, как отпасть? В смысле, вот дотронуться до них, и они пук, рухнут на землю. Варом вот саму прививку никогда не замазываю. Это проверено опытом, что пластилин лучше. Так, что я еще сделал? Снизу обмотал вот такой пленкой, пищевой пленкой. Ну, это больше для того, чтобы... А поверх скотч, обычный скотч, чтобы он как бы, так, их стягивал. Пленка для того, чтобы только, чтобы скотч к ней приклеился. Ну, можно было и не делать. А сейчас хочу фольгой накрыть. Скорее всего, накрою вот так. Если сделаю ее по кругу, то как бы на краешек будет птичка садиться. Сейчас поразмышляем, давайте вместе. Если делать вот так, то здесь на крае может садиться птичка и их сорвет. Может, мы вот так сверху его накрыть. И еще один раз туда, в эту сторону. Ну, опять птичек будет привлекать это. Если совсем накрыть, то будет для детей это будет интересно, они будут выковыривать его. А так вот здесь, думаю, если вот так накрою, здесь будет щель, они
Посмотрят, может, удовлетворят свое любопытство. Ну и обмотаем нашей суперизолентой. Куда без нее? Ну вот так будет. Отсюда будут дети смотреть. Вот тебе вентиляция, пожалуйста. Ну ладно, не космический корабль хоть. 9 июня сегодня. Прошло около 3 недель, и мы с помощником наблюдаем за нашей прививкой. И сейчас перелезем, посмотрим. Не переключайтесь. Да, я просил соседа, чтобы организовывали тень. В общем, картина какая. Листочки, которые были в тени под золотенькой, под фольгой, они, видите, какие хорошие. Вот это значит яблони. Думаю, это из-за солнца. Тень им нужна. Вот эти 3, это были яблони. Вот это остальные все груши. Вот эта груша прошлогодняя. Вот это этого года. Тоже этого года, по-моему. Да, уже и не видно. Если кому интересно, можно отмотать и посмотреть. Так они все принялись, кроме вот этой. Итого их было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Из 12 одна не принялась. Вот это не принялась. Ладно. Сейчас я попробую еще раз накрыть фольгой. Принес фольгу и хочу как бы еще понаблюдать. Если вот сравнить между яблонями и грушами. Пенек, что у нас груша. И в общем нет разницы. Как яблоня нормально прижилась, так и груша нормальная. А между грушами тоже нет разницы, что ветка прошлого года или этого года. В общем, а листочки почернели от того, что солнце их обжигает слишком сильно. Они совсем молоденькие. Сейчас я их опять накрою целлофанкой. Ладно. Я сейчас накрою и еще раз покажу. Не переключайтесь. Так, и небольшой лайфхак. Чтобы целлофанка не била побеги новые, для этого поставил в серединке кирпич. А теперь вот так с этой стороны. Не переключайтесь. Ну вот как-то вот так.
Внутри кирпич. Надеюсь, фольгу не снесет ветром. Пока сосед будет вот здесь тень организовывать. Ну, в общем, всем пока.